Всем привет, мои дорогие, меня зовут Андрей, и мы продолжаем играть в Wasteland 2. В прошлой серии мы похоронили Эйса, и нас отправили искать, что же с ним случилось, чтобы найти ретрансляторы и закончить миссию, которую он выполнял. Вот мы нашли его труп, там какие-то ребята не очень дружелюбные ходят. Давайте посмотрим, что же с ним стало. Металлическая нога. Видимо, это была не совсем или его все-таки. Журнал обновлен. Как посмотреть журнал? Ну, это все понятно, что это список. Вот, дневник. Генерал Варгас приказал нам отправиться туда, где было найдено тело Эйса, и постараться отыскать ретрансляторы. Когда они будут обнаружены, мы должны связаться с Варгасом. Нужно найти остальные. Мы нашли, да, там страницу. Мы обнаружили металлическую ногу, которая могла принадлежать роботу. Генерал Варгас будет рад о ней узнать. Давайте попробуем с ним связаться. Доклад. Все в порядке. Понятно. То есть мы пока не можем про нее рассказать. Ну ладно. Пошли искать дальше. Вот у нас здесь ведут следы. Я лично думал, что это уже тело Эйса, но так даже интереснее. Давайте посмотрим на аптечку. Простая аптечка. Ну, распределим это сразу. О, дробовик. Прошу прощения. Я сел поудобнее чуть-чуть. Так. Обрез. Патроны 12-го калибра. Ну, распределяй тоже. Я бы хотел, если можно, их... А почему ты патрон 12-го калибра взял себе? Если у тебя 31-й... 38-й вообще. И кому же вы отдали дробовик? А дробовик вы отдали тому, кому я хотел. Ну, так отдайте ему патрон 12-го калибра. Это так можно же сделать, да? Вот. Может 12-го, если 12-го. Вот, хорошо. Теперь у него хотя бы огнестрел какой-то есть. Я куда-то немного не туда, по-моему, иду. Потому что кровь ведет вон в ту пещеру. Можно сначала осмотреть. Зияющий вход в пещеру словно смотрит на вас. Ладно, входим. Так, мы в пещере. Продвигаемся вглубь. Здесь также по-прежнему кровавые следы. Так. А ты что за хрень? Жаба. Можно тебя убить? Ха! И все четверо промазали. Ну вы молодцы, ребята. Слушай, она мощная. Давай-ка ты отбежишь сюда. 60%. Господи, ты даже отсюда не смог попасть. Заклинило? Давай расклинивай. Не отходи. Вот у нас отсюда опять-таки не сможешь в нее попасть. Давай попробуем. Шанс 4%, 34, 29. Ну как-то вообще у вас с меткими выстрелами. Угу. Слушай, довольно мощная жаба-то, на самом деле. Подходи. Ой, не то жму. Давайте как-нибудь ее добьем. Слушайте, ребята, она реально мощная. Я надеюсь. Но я думаю, что я его все-таки добью сейчас. Давай. Молодец. Давайте обыщем ее. Жабий глаз. Куртка только для членов. Хорошо звучит. Мушиные крылья. Распределяй. И мы нашли еще одну страницу из дневника. Давай прочтем ее. 10 августа. Договорился с одним Измиловым. Это же я читал уже. Кому он ее на этот раз сунул? Давай у тебя все будут страницы.
Страница из дневника. Страница почти вся перепачкана кровью, так что дата неразличима, однако можно разорвать одну фразу. Кто этот Матфей? Угу. Да, кстати, там была какая-то трансляция, что скоро все рейнджеры погибнут, и как раз вот про этого Матфея там говорилось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Осмотреть. На боку этого стального контейнера из баллончиков грубо нарисована звезда пустынных рейнджеров. Наверное, это наши ретрансляторы. Неужели его жаба это убила? Да, блок ретрансляторов. Что у меня сегодня с дикцией. Мало того, что простуженный, так еще и с дикцией беда. Все, мы тут все взяли. Мы теперь должны, наверное, доложить. Новости, да, наши ретрансляторы дневника, еще Железного Человека. Ну, мы нашли ногу. Что? Мертвого робота. Похоже, это он убил Эсси и похитил дневник с ретрансляторами. Я не вижу мертвого робота, если честно. Ах, чтоб меня. Мы синтетиков не видели уже лет 15. Надо изучить устройство получше. Меркаптан сможет определить, откуда он взялся. Постарайтесь взять какую-нибудь деталь и передайте ее Меркаптан, когда вернетесь в цитадель. Но я взял уже ногу. Что это за синтетики? Меркаптан так называет разумных роботов в синтетической форме жизни. Синты. В общем, синтов можно назвать любого робота, который может самостоятельно принимать решения. Старые роботы тоже были опасны, а уж разумные... Все понятно, генерал. Хорошо, но основная задача остается ретрансляторы. Теперь, когда они найдены, я отправляю вас закончить работу Эйса, подключить их к наиболее мощным радиовышкам Аризоны, чтобы запеленговать загадочный сигнал. Одна вышка Хай-Пули, другая в СХ-центре. Передаю координаты. СХ-центр, Хай-Пул. Понятно. А можете рассказать, что это за СХ-центр? СХ-центр находится на юге цитадели рейнджеров. Для того, чего мы стараемся достичь, он очень важен. Тамошние исследователи выводят выносливые виды животных и растений, которые могли бы жить в пустыне. Если что-то получится, в Аризоне больше не будет голода. Ну, круто. Ну, сельскохозяйственный сельхозцентр. Поговорите с Мэттом Форестелом, чтобы он разрешил вам подключиться к тарелке. Раньше был одним из нас, но теперь там всем управляет. Мэтт хороший человек. Хорошо. Расскажите что-нибудь про тарелку. Это часть большой спутниковой системы, как Вудсон говорит. Мощнее передатчика в Аризоне нет. А что мы должны знать про Хайпул? Хайпул находится на юго-восточной границе нашей территории. Он очень важен для стабильного общества, которое мы пытаемся создать в Аризоне. Хайпул дает воду нам и множеству ферм и поселений, а еще содержит резервуар на случай засухи. Поговорите с мэром Викстремом насчет того, чтобы использовать их вышку. Он вас ожидает. Ясно, спасибо. Конец связи. А где они, роботы? А, вот! Это робот? Механический человек завалился на забрызганный маслом камень. Левая нога ниже бедра у него отсутствует. На ее место отлично подойдет конечность, которую вы нашли до этого. Как вы думаете, это хорошая идея? А, я не могу. Я думаю, может быть, можно его починить. Ну ладно. Но я думаю, это плохая идея была, если он реально убил Эйса. Ну, может, он был бы нам очень благодарен, в чем я сильно сомневаюсь. Такс. Теперь надо отсюда как-то выбраться. Еще какие-то ворота. Открыть? Воу-воу-воу-воу, сработала ловушка. Ну, как-то не сильно меня задамажило. Все равно заперто? Наверное, да. В следующий раз надо бы как-то все-таки осматривать такие вещи, а то нарвусь рано или поздно. Уже нарвался, но, слава богу, не сильно. Противоядие и карманные перевязочки. Ну, это хорошо. Пакет перевязочной аптечки. Я смотрю, там у вас еще какой-то труп. Голова этого несчастного жителя пустоши разбита страшной огнестрельной раной. Пуля прошла насквозь, так что, по крайней мере, это была быстрая смерть. Слушайте, ребята, тут убивали многих. У этой женщины не было с собой достаточно лома, чтобы оплатить рейнджерам пошлину за вход. В итоге ей пришлось заплатить. Понятно. То есть, если бы мы там не смогли с ними договориться или не заплатили им, то с нами было бы то же самое. Ну, либо с ними. Уж кто сильнее тогда.
Не смогу здесь никуда пролезть все-таки, да? Ладно, мы сюда еще вернемся, когда прокачаем взлом. Слушай, может быть, сейчас уже можем? Так, давай мы теперь прокачаем наших персонажей. И это мы сделаем вот здесь, да? Навык. Я бы хотел взлом все-таки. Например, попытаться взлом сейфов, а не замков, да? Угу. Отмычки есть. С этим запрещенным навыком вы больше не будете использовать недостатков в средствах. Вы научитесь запертые двери, шкафы, ящики. Главное, чтобы вас не поймали. Взлом замков позволит вам отпирать различные стандартные двери и сундуки. Ну давай, да, у тебя пусть это будет. Отмычки. У тебя же пистолеты, хирургия. Чем ты у нас еще владеешь? А ничем, в принципе, ты у нас больше не владеешь. Давайте отмычки тогда сдадим на 1. А что-нибудь еще мы можем? Ну, все стоит по 2. Да, все стоит по 2, поэтому... Ладно. С тобой закончили. У тебя... Так, ты у нас... мы уже поняли, что хитрожопый же полез. Давай... аж 7. Нет, 2, извините, опять туда смотрю. Тебе-то у нас уровень-то и не дали. Ладно. Тебе дали 3 очка. Штурмовые винтовки, выживание. Почему нет? Почему нет, наверное. Компьютером можете научить. Но я думаю, пока не буду. Дальше мы опять-таки... Там есть снятие сигнализации. Но это опять-таки взломщику бы дать. Давай штурмовые винтовки вкачаем на 1. Так, а ты у нас механика, снайперские винтовки, оружейник. Угу. Вот это я хочу взять очень сильно, распределить очки. Так, все, закончили. А как бы мне теперь попытаться взломать эту штуку? Перезарядить и все. Угу. Почему ты с кулаками? Она же оружие у нас украла. 7-10, 7-10. Они одинаковые же? Да, одинаковые. Снарядить. Ходи, пожалуйста, пока с ним. Так, теперь пошли попытаемся взломать замок. Критический успех. Мы молодцы. Давай, опять-таки попытайся взломать. Тут нас никто вроде не видит. И мы получаем серп 11-14. Шанс попасть. Слушай, у него шанс попасть, по-моему, мелкий очень, да? То есть, если мы сейчас вот сравним... У тебя где было? Аж 64 шанс попасть, то у него... 64. Просто тот у нас пользуется, им не умеет. Шанс критического урона побольше. Ну, слушай, он, в принципе, пока лучше. Ходи с серпом. Будем всех бить им куда надо. Патроны. Патроны, это хорошо. Неплохо, неплохо. Залезли так. Вторые ворота мы там взломать не сможем, я так понимаю, потому что там сигнализация. Эти ребята, я не думаю, что будут рады, если мы попытаемся это сделать. Но, в принципе, тут больше ничего нет. Вроде как. Давайте отправляться далее. Интересно, я бы этих ребят вообще мог вынести? Наверное, мог бы. Вдруг я потратил бы все деньги по дороге. А я могу. Я такой. Так, и теперь нам вниз, да? Да. Давайте в хайпул сначала, он ближе. Опять горы. Ой-ой-ой. Пожалуйста, выйди. У них там все плохо в хайпуле. Давайте как-то побыстрее попытаемся к ним
пройти. Да я пытаюсь до вас дойти, но не знаю, как мне это... Не, давайте мы попытаемся пройти. Их умение встретить жертву не сравнил с вашими навыками. Да, это хорошо, потому что я хочу все-таки хайпулу успеть помочь. Я думаю, что если мы пойдем... Цель рейнджеров, говорит СХ-центр. Ответьте, нас напали. Растения мутировали и стали агрессивными. Они разрывают людей на части. Да что ж у вас везде, это беда. И в хайпуле, и тут. СХ-центр, на свете Цитадель, можете повторить? На вас напали растения? Да, растения. Так, их что не так с... Ах, черт, двери, они ломают двери. Отступаем, отступаем скорее в базу. Рейнджеры вызывают группу Эко. Ответьте. Вы слышали сигнал бедствия хайпула СХ-центра? Прием. Так точно. Ясно, смотрите, больше у меня никого в этом районе нет. Да, информации маловато. Боюсь, вам придется решать, на какой из сигналов ответить сначала, чтобы не решили действуйте быстро. Оба сигнала срочные, обе ситуации могут быстро стать критическими. Все ясно. В обоих местах подозрительно, правда, Экадин? Словно кто-то слушает наши переговоры и пытается сорвать наш маленький эксперимент. А пока он еще не начался. Посмотрите, вдруг кто покажется подозрительным. Ясно? Ясно. Вас понял, Экадин. Удачи, конец связи. Если честно, я тогда хочу в СХ-центр, потому что живые растения это все-таки весело. Ну, можем тут пополнить нашу водичку. Заходим. Заходим. Чувствую, сейчас будет весело. Эк-1 вызывает Цитадель. Мы прибыли в СХ-центр. Принял, Эк-1. Смотрите, сначала разберитесь с сигналом бедствия, уж потом займитесь спутниковой тарелкой. Повторяю, поговорите с Кэти Лоусон. Помогите, затем вернитесь к тарелке и ретранслятору. Защита гражданских. Вот основная задача рейнджеров. Все ясно? Ясно. Понял, Эк-1. Сообщите, когда закончится конец связи. Давайте спасать гражданских. Где бы только их найти. Какая-то жижа, по-моему. Помогите, больно. О, ребята, да вы тут намудрили. Что-то происходит. Вау. Вот это пакость, а. И сколько вас там таких? Наверное, вас подпускать так себе не очень хорошая идея. Но это жуки пока что, не растения. Эй! Эй, знал бы я, что вы плеваться умеете, сначала бы в мух стрелял, конечно же. Да. С меткостью у тебя совсем проблемы. 65, 42, 36, 55. Ну, добей. Да чтоб тебя, ну. Да добейте. Я в шоке. Ты-то хоть добьешь серпом? Они реально не попадают по этому жуку. Пожалуйста, я тебя прошу. Спасибо. Больше ни до кого не дотягиваешься. Я думаю, что я совсем неправильно делаю, на самом деле, когда начинаю бои вот так вот, стоя в поле. Пора начинать, наверное, действовать как-то более продуманно. Отравление, кстати. У меня противоядие там было вроде 63. А я только тебя могу бить. Чтоб тебя, ну. Ну расклинь. Видимо, только в следующем карту смогу сделать. 62. Добьешь? Ну, спасибо. 59. Ну, мне больше ничего не остается. С серпом наперевес. Бзз, бзз. 52, 67. Давай в эту тогда. Как же ты так... Не знаю, что сказать. Сблизи ты, значит, тоже мажешь.
тебя оружие заклинило. Поправь, пожалуйста. 60, не дотягиваешься. Давай 60. У меня, кстати, такими темпами, по-моему, скоро патроны кончатся. Так, давайте жука бить. Он травит? Ну, конечно. Добей. Спасибо. Сможешь? Не сможешь? Не хватает? Ладно. Подойди. 50%. Что с меткостью совсем все плохо у них. О, зато этот 48 всадил с одного удара. Мега личинка это было. Давайте подберем, что с них падает. Мушиные ножки. А как отравление лечить? Или мы не можем какой-нибудь привал сделать? Наверное, как бы не место, да? Но оно, в принципе, немного отнимает. Прикольно у них тут всякие морковки. Думаю, пока сильно нас это не будет тревожить, мы справимся. Слышу, наверное, это надо убить. Нет, мы не взорвали себя, мы просто хотим вас освободить. Беседовать? Надеюсь, что вы, придурки, и есть чертовы рейнджеры. Мы просим о помощи уже несколько часов. Все растения здесь сошли с ума. Вам нужна помощь? Да, нам нужна помощь. В чем я вам до этого говорил? Сейчас отопру двери. Заходим, заходим. Перед вами немаленького роста смуглая женщина с высокими скулами. На ней белый лабораторный халат, черные волосы собраны сзади в строгий пучок, удерживаемый изжеванной ручкой. Весь ее вид говорит о том, насколько сильно она не рада вас здесь видеть. Мы можем уйти, не? Разве мы не заключили с рейнджерами договор следующего содержания? Мы вас кормим, вы нас защищаете. Вы все выглядите чертовски сытыми, тогда как мы уже 8 часов сидим по горло в помидорах-убийцах и не видим в окрестностях ни одного рейнджера. Помидоры-убийцы? А еще тыквы-убийцы и мухи-убийцы. Все наши растения вдруг начали неконтролируемо увеличиваться в размерах, мутировать, взрываться. Нападать на моих людей. Такое ощущение, что они подхватили бешенство или что-то в этом роде. Вы что, не слышали наш сигнал бедствия? Мы просим о помощи целую вечность. Ну, теперь-то мы здесь и поможем. Наконец-то. А теперь слушайте. Мы считаем, что мутации начались после заражения системой орошения, управляемой насосами компьютер. К сожалению, не работает, поэтому дистанционно отключить полив нам не удастся. Возможно, электронные схемы компьютера перегружены из-за огромного числа аварийных сигналов. Компьютер находится в конце коридора, попасть в который можно через шлюз за моей спиной. Я могу его открыть, но если вы действительно собираетесь сделать свою работу и спасти наших людей, вам лучше сначала зайти к Розе. У нее есть приоритетные коды для замков тех шлюзов, что закрывает вход в теплицы. В любом случае, вы в конечном итоге обязательно окажетесь в комнате с компьютером. Если вы оживите компьютер, то сможете отключить насосы, не выходя из комнаты. Если сделать это вам не удастся, придется идти на восточное и западное поля, и там заворачивать вентили вручную. А теперь поднимайтесь скорее за работу, пока кто-то еще из моих людей не погиб. Принимайтесь. Отвлекли, теперь опять надо включаться. Ладно. Мы собираем сведения об идущем издалека сигнале, поэтому должны задействовать вашу радиоантенну. Можно сказать, где она находится? Вы хотите задействовать нашу радиоантенну прямо сейчас? Вы что, не видите, что у нас тут в самом деле кризис? Да пошли вы, идите, ищите ее сами. Ой, как она разозлилась-то. Ну, вообще, я хотел ей помочь сначала. Жополис, мы не будем заниматься тарелкой, пока не спасем ваших людей. Обещаем, нам просто хотелось бы знать, где она находится. Ладно, хорошо, все это уже не важно. Растения задушили эту чертову антенну минут 20 назад. С этого времени мы уже не можем выходить на связь. Хотите проверить все сами? Она в теплице, вход в западной части коридора.
Что там вообще за компьютер-то? Иногда мне кажется, что от этой штуки больше проблем, чем пользы. Она должна была автоматизировать орошение и подкормку, а вместо этого, похоже, большую часть времени пребывает в нерабочем состоянии. Что с вашими людьми-то? Мы с Мэттом и Розой благополучно добрались до безопасного места, а вот остальные... Роза наш лучший исследователь. Сейчас она в своей лаборатории, пытается выяснить причину того, что произошло, но даже если ей это удастся, она не сможет сама все исправить. Роза, в конце концов, пожилой человек, именно поэтому мы и позвали рейнджеров. Остальные? Ой. Ученые и фермеры, они по-прежнему остаются на полях и теплицах. Мы видим на мониторах, как они умирают один за другим, в то время как вы же, жирные ублюдки, где-то мастурбируете друг дружке. Ой, фу, какая гадость. А для некоторых из них все обернулось даже еще хуже. Хуже? Вы ведь видели это? То существо неподалеку от входа. Когда-то оно было моей ассистенткой. Все они были моими людьми, а теперь я даже не знаю, кем они стали. Их заразили эти плоды. Давайте, рейнджеры. Мэтт, конечно, очень вас хвалит, но пока что толку от вашего присутствия здесь 0. Растения. Роза считает, что все началось с заражения системы подкормки. Также она уверена в том, что это был преднамеренный саботаж. А одна мысль об этом причиняет мне боль. Но как бы то ни было, вся растительность вдруг начала неконтролируемо увеличиваться в размерах. Она мутировала, а вместе с ней и насекомые. Они достигли огромных размеров. Насекомые? Я видела муху по размеру, не уступающую орлану, а жало у нее было величиной с чертов ятаган. Мы таких мух уже тоже видели. Вот про саботаж лучше мне расскажи. Думаете, за этим кто-то из сотрудников? Нет, я всем сердцем надеюсь, что нет. Даже думать не хочу о том, что кто-то мог это сделать. Мы все были одной счастливой семьей, и все хотели... Чего хотели-то? И все хотели. Окей. Так, кто такой Мэтт? Вот тот человек в кресле-каталке у пульта с мониторами. У вас вообще выжила только одна старушка и человек в кресле-каталке? А не сама ли ты это все сломала и спасла просто пенсионеров? Что-то я не знаю. Привет, рейнджеры. Это он связывался с цитаделью рейнджеров 8 часов назад. Мэтт ранен. На ранениях начали появляться странные гремучие плоды, и он пострадал при взрыве одного из них. Вся его левая сторона превратилась в... Во что? В кровавое месиво. Да, ступайте, сделайте то, что должны. Сейчас я открою вам центральные шлюзы. Только не забудьте, в теплицах все еще могут быть заперты люди. Вам лучше поговорить с Розой насчет кодов к дверям. Я же хотел, но я не договорил. Я хотел попытаться шрифт сделать поменьше, но в итоге получилось, как получилось. Я думаю, нам дадут сейчас с ней договорить же. Вы все еще здесь? А кто тогда должен заниматься включением системы орошения и спасением их людей? Сейчас я буду, дай мне с тобой договорить. Ступайте, хотя нет, постойте, есть еще кое-что. Пока вы тут что-то вынюхивали и копались в нашем барахле, я кое о чем размышляла. Все зараженные в свое время пострадали от взрывов гремучих плодов. Если бы мне удалось добыть для дальнейшего изучения один из этих плодов в целом виде, я наверняка смогла бы создать лекарство. Думаю, несколько фрагментов этих плодов, к примеру, 10 тоже сгодятся мне в том случае, если вы не сумеете добыть целый. Если мы найдем лекарство, волна инфекции в итоге затронет и нас, а это означает верную смерть. У меня мало пока гремучие плоды. Расскажите об этих. Не. Меня интересует лаборатория. Наша исследовательская лаборатория. В ней мы экспериментируем с новыми видами. Находится в восточной части коридора. Ученые. Почти все ученые находились в теплицах. Многие камеры были закрыты разросшимися растениями, так что я не знаю, что именно с ними произошло. Но оттуда слышались ужасные крики. Что произошло с фермерами? Я несколько часов наблюдал за тем, как они погибают. Я знал этих людей, мы были близкими друзьями, теперь все они мертвы. Что там вообще на полях? Восточные и западные теплицы, в которых мы проводим большую часть опытов, находятся в этом здании. Также с двух сторон к нему примыкают поля. На западной мы выращиваем фрукты и овощи, а на восточном расположены пастбища для скота и жилища фермеров. Сейчас они, скорее всего, уже уничтожены.
что там с системой наблюдения у тебя вон сзади там такая? Да, комплекс полностью оборудован камерой, аппаратурой внутренней связи, хотя растения уже начали все ломать. Как же тяжело наблюдать за происходящим и не иметь возможности помочь другим. А что за гремучий плод? Как мне вообще их собирать? В дополнение ко всему творящемуся тут безумие, растения вдруг начали взрываться. Стоит подойти слишком близко к одному из этих красных плодов и бам! А как его собрать-то, может, расскажешь? Если хорошенько подумать, то все, кто... Ну, это я понял. Я нам это уже говорила. Очень хорошо, цель все ближе. Подождите, там, понятно. Мы один ей отдали. Так, ты нам что можешь сказать? Ты вон торговать, я смотрю, хочешь? Вы ранены? Так, погодите. Форму-то узнаю, вот лица что-то нет. Наверное, вы все новобранцы? Ох, надеюсь, что это не первое ваше задание. Меня не покидает ощущение, что выжить в этой заварушке будет нелегко. Меня зовут Мэтт Форестал, и я тут вроде как босс. Когда-то и у меня была такая же звезда, как у вас, правда, уже давно. Как вы получили эти раны? Подошел слишком близко к одному из этих гремучих плодов, получил от него в подарок немного плодовой шрапнели. Ничего, стон страшного. Медикаменты, может, у вас есть. Прямо сейчас этим туговато, но у меня есть кое-какое снаряжение, которое может быть вам полезно. Ну, покажи. О, 5 сила. Так, то у меня никто, получается, не может ее использовать. Странно, ладно. Кожаная куртка. Но я думаю, пока ничего из этого покупать не буду. Когда я уже разберусь, что мне, я могу продать ему все барахло, которое у меня где-то было. Например, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Наверное, один из ножей можно продать, но я пока не хочу. Мало ли пригодится. Сейчас у меня патроны когда кончатся. Патроны вот такого калибра у тебя нет? 56, 5,56, 5,56? Есть. Слушай, давай купим чуть-чуть. Давай 10 купим. Так, 12 у тебя есть. У тебя сколько патронов? 5. 30,06. Давай купим еще 5. У тебя 10 есть, я пока не буду тебе ничего покупать. У тебя же калибр-то вот этот в пистолете 38, 25 патронов. Я думаю, пока нормально сойдет. Там, кстати, была кнопка продажи барахла. А можно не кликать на все. Ладно, буду знать. Вы Так, в чем заключается ваша обязанность начальника? Обычно поддерживать везде порядок и стабильную работу. Сегодня подрываться на каком-то растении, подвести своих людей. Именно так, пожалуй. Простите, рейнджеры. Обычно я не давлю на жалость и не порчу настроение другим. Сегодня у меня просто очень дерьмовый день. Вы тоже носили значок? А именно так, я тоже был рейнджером в те далекие времена, когда волосы Варгаса еще не посидели, а Эйс был еще не тузом, а жалкой тройкой треф. СХ-центром я начал управлять уже позже, словил пулю в брюхо, и со службой пришлось попрощаться. Органы задеты не были, но я уже не мог двигаться так ловко, как раньше. Так, получается, Эйс у нас был довольно крутой чувак, да? Что представляют собой эти гремучие плоды? Красные семянки, которые взрываются, если подойти к ним слишком близко. Именно это со мной произошло. Я хотел подойти, оттащить одного из фермеров, а этот уродский плод взял и рванул, как граната. Во мне еще осталась пара осколков. Чертовски сильно жжет. У меня такое ощущение, что он превратится в итоге в одного из них, нет? Вы слышали о смерти Эйса? Да, слышал. Готов спорить, что узнал о ней даже раньше рейнджеров. Черт, аж стыд берет. Жаль, что я не попал на его прощальную вечеринку. Надеюсь, вы, ребята, проводили его с почестью. Что вы можете рассказать мне о СХ-центре? О, я чертовски горжусь этим местом. Я перешел сюда после того, как понял, что могу делать пустоши более приятным местом, не только отстреливая всяких негодяев, но и занимаясь другими делами, которые еще и дополнительную пользу приносят. И то, и другое у меня вроде выходит неплохо. Мы заключили с рейсовыми кочевниками небольшое соглашение о снабжении. Надеюсь, скоро мы сможем досыта накормить все местные поселения. И даже цитадель рейнджеров, конечно, этот небольшой кризис сможет все изменить. Это серьезный удар для нас. Господи, как много приходится читать.
Так, мы потеряли много хороших ребят, но при этом я всеми чертовски сильно горжусь. Не было всеобщей паники, напряжения, не перехлёстывало через край. Люди действительно делали, что могли. Они изо всех сил пытались помочь нам справиться с этим бедствием. Если вы встретите кого-то на территории комплекса, обязательно постарайтесь им помочь. Я компенсирую ваши усилия, да и в долгу не останусь. Вон, зато квест нашли. Откуда вы знали о смерти Эйса? Услышал они от одного из ваших фермеров, Скиннера. Он сказал, что разговаривал с каким-то бродячим торговцем, который путешествовал на пару с Эйсом и видел, как на того напали. Я узнал Эйса по описанию. Такой безумной шевелюры больше ни у кого не было. Так, интересно, что же это мог быть за торговец? Что вы знаете о рельсовых кочевников? Понятно, ничего. Лагерь. Да, как только у них все устаканится, мы планируем использовать их железнодороги для доставки продуктов всем нашим клиентам. Правда, до тех пор, пока мы оставим этот кризис и не убедимся, что наша продукция снова безопасна, еды от нас никто не получит. Что за кризис-то вообще? Я не знаю, что именно здесь произошло. Роза, кажется, считает, что кто-то поигрался с нашей системой орошения. Какой бы ни была причина, все в нашем комплексе мутирует с такой скоростью, за которой нельзя уследить. Растения отращивают жуткие гремучие плоды, а насекомые стали размером с панду. Даже люди, не знаю, во что именно они превращаются, но это точно ужасно. Нужно остановить это все. Что со Скиннером? Он помогает нашим выращивать грибы в грибных пещерах. Хороший человек, хотя и чересчур неравнодушен к змеиной выжимке. Последний раз я с ним пересекся сразу после того, как у наших растений начала съезжать крыша. Это было в грибных пещерах, он искал там свою семью. Угу. Что за торговец вообще? Я больше ничего о нем не знаю. Можете поспрашивать Скиннера, если, конечно, он все еще жив. Вы что-нибудь знаете вообще о нападении на Эйса? К сожалению, нет, хотя очень бы хотелось. Скиннер просто сказал мне, что, по словам торговца, это был какой-то странный человек. Вот и все. Возможно, вам удастся вытянуть из него больше. Расскажи о Розе. Одна из наших исследователей, наша общая наставница. Насколько я помню, ее рабочее место находилось в левой части коридора. Как остановить эту эпидемию? Уж не знаю, удастся ли нам обратить вспять эти процессы, что тут происходит, но мы должны по меньшей мере предотвратить ухудшение ситуации. А для этого нужно обязательно отключить систему орошения. Вы ведь уже разговаривали об этом с Кэти, верно? Что за грибные пещеры? Да, они находятся прямо под нашим комплексом. В них можно попасть через компьютерный зал. Там идеальные условия для выращивания грибов. Ну, я что-то начинаю уже подозревать, что произошло. Змеиная выжимка. О, это очень злая штука. Похоже на самогон, приготовленный в ванне, в которой кто-то умер. Ха. Правда, порой эта дрянь очень хорошо снимает напряжение. Понятно, до свидания. Что ж, ребята. Я думаю, что мы на этом закончим серию. Мне надо чуть-чуть передохнуть после чтения всего этого. С вами был Андрей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Дальше будет только интереснее. Всем пока-пока.